Всем привет, ребят! Доброе утро! Со вчерашнего дня белье висит, сохнет. Было прохладненько. Белье сохнет медленно. И вот пятна тут желтые, они не отстирываются. Я уже и замачиваю специальным порошком, но все равно не отстирывает. Вчера был прохладненький ветерок, сегодня тоже. Так, вот эта вот маечка отстиралась. Здесь тоже были пятна. Стиралась футболка. Ксюшина футболочка. Каролина еще ее носит. Печется у меня хлебушек, как всегда. Так вот нужно встряхнуть, потому что пыльца может быть. Потрясти надо немножко от этой пыльцы. Скоро дети придут со школы. Кто помнит, тоже наши толстовочки. Каролина носит. Кстати, в комментариях спрашивали, не хотим ли мы сделать мерч. Мы уже делали. Был у нас такой опыт, когда еще девчонки снимали на канал Сестрички Лайф. У нас был свой мерч, и слаймы они продавали. Вот, но решили мы больше этим делом заниматься не будем, потому что отправка из Швейцарии в другие страны, это очень дорого. Поэтому мы перестали этим делом заниматься. Подписчиков в Швейцарии у нас нет, в основном они все за границей. Толстовки еще пусть подсохнут на солнышко, сейчас я их отнесу. А это все высохло. Ткань потолще, поэтому сохнут дольше. Пойдемте. Хлебушек печется еще 8 минут. Я себе хочу сделать смузи. А Лео спит. А я не хочу шуметь, чтобы его не разбудить. Что делать? Придется ждать, пока он проснется. А то эта штука очень сильно шумит. Очень-очень сильно. И пока просто подготовлю, включать не буду. Сейчас просто пока нарежу все. Яблочко, киви, сельдерей. А, еще огурчик надо. Огурчик еще. Сюда еще лайм нужно добавлять, но у меня нету. Но есть лимон, можно лимон. Киви я помыла и отправлю вместе со шкуркой. Так вот на кусочки, не буду очищать. Вот так вот. И огурчик. Это, наверное, мне много будет. Да, не буду я. Оставлю кусочек. Филька там ломится, что ли? Филя у нас любит открывать все двери. Даже входная дверь, если закрыта, ему не нравится. Даже дверь немножко приоткрывает, он боится в подъезд выходить. Но дело в том, что ему нужно дверь открыть. Спрашивали также про нашу прачечную, почему она закрывается на ключ. Она закрывается для того, чтобы Филька не открыл. Он открывает, заходит туда и начинает хозяйничать. Начинает везде лазить, все скидывать, поэтому мы закрываем на ключ. Нужно вытащить посуду с машинки. Заехали в спортивный магазин, нам нужно кое-что купить. Максу, Каролине появились новые ракетки. Ой, такая muy liviana. Очень легкая ракетка. Это как у нас ракетка. А это что за head? Оранжевый цвет такой классный, красивый. Арабика. Красивая ракеточка. Нам нужны вообще резинки для фитнеса. Уилсон. ¿Cuánto vale? 113, 113. 113 франков стоит такая.
Это мы такую брали на пробу. Вот такие нам резиночки нужны, только не сильно тугие. Вот, наверное, что-то похоже для Максу Каролины, чтобы они тренировались. 5 килограмм. Я думаю, 5 килограмм достаточно, больше не надо. Или вот такой вот набор сразу из 4 штук для разных типов упражнений. Даже я могу делать тоже. Не знаю, какое лучше. Что тут еще есть. А, вот они, вот эти вот резиночки. Я так думаю, с набора. Взяли Каролине с Максом вот такие вот бутылки по 1 литру, по-моему, здесь. Да, 1 литр. Металлические для тренировок. И еще вот такую вот одну резинку. 5 килограмм одна у нас есть. Решили не брать этот набор, потому что там слишком 15, 25 и 35 килограмм. Это слишком тяжело для них, поэтому 5 килограмм достаточно будет. Что я купила? На, посмотри. Надо же понюхать, посмотреть, что это. Очень удобные такие бутылочки. Так вот блокируется замочек, потом так открываешь. И все. И вот эта крышка тоже откручивается, чтобы помыть, налить воду. Вот. Им для тенниса 1 литра, то они много пьют, занимаются. Жарко будет, тем более летом. Я уже начала готовить ужин. Сегодня мне захотелось потушить овощи. Морковка, лук, картошка, капуста. Шерсть, как всегда, летает. Капусточка и томатную пасту еще добавлю. И бульончик. В общем, будут тушеные овощи. А детям я, наверное, сделаю рыбку. С чем они захотят, не знаю, спрошу у них. Либо с рисом, либо с картошкой с пюре. Так, и все. Мне захотелось прям вот тушеных овощей, без ничего, ни мяса, ни ничего не хочу, просто овощи тушеные. Нашла кусочек капусты. Если я не приготовлю, она испортится. Кстати, очень сладкая капуста. Я с нее варила борщ. Редко такое попадается, чтобы прям капуста была сладкая-сладкая. Сейчас немножко обрежу. Параллельно смотрю битву экстрасенсов. Не знаю, я не особо как бы верю в это шоу, но смотрю просто как сериал. Очень много было разоблачений на эту программу, поэтому я смотрю больше как, не знаю, как шоу. Такс. Сушеный перчик. Кто еще тоже смотрит битву экстрасенсов? Отзовитесь, что не я одна. Ой, вот закончился. Закончился сушеный перчик. Так. Я не все сезоны смотрела, некоторые пропускала. Смотрю последний сезон. Мне YouTube порекомендовал, я одно видео посмотрела и все, и залипла. Ксюша приехала с работы, рассказала мне, что ей повысили зарплату на 80 франков за оценки. Например, у Маргариты такого нет. У нее в школе не доплачивают за оценки, а у Ксюши доплачивают. И ей немножко не хватило до 100 франков. Получается, за первый семестр, вот, допустим, она проучилась первый семестр, общую оценку получила, они складывают, суммируют все баллы и выводят на одну оценку общую. У нее получается 5,4 общая оценка. Это получается за прошлый семестр у нее добавка. Сейчас она учится последний семестр до летних каникул. Если она за последний семестр получит общую оценку 5,5, то ей будут доплачивать каждый месяц по 100 франков. Потом, значит, после летних каникул начинается 2-й год обучения. Там тоже первый семестр она проучивается. Если она получит опять общую оценку 5,5, ей будут уже больше платить. По-моему, там 150 или 200 добавят. Вот, каждый месяц у нее будет эта надбавка. Такой вот бонус. Ну, она хочет к следующему семестру, вот этот семестр, который сейчас она учится, до летних каникул, она хочет постараться на 5,5. И тогда ей будет 100 франков надбавка до следующего семестра. Хорошая мотивация для учеников. Я уже говорила, что Ксюше исполняется 16 лет в мае.
и у нее, получается, билеты уже как за взрослого будут. И она вот вчера купила себе годовой абонемент, пока ей еще 15. Она купила себе годовой абонемент на поезд на целый год. За сколько получилось? За 600, по-моему, нет, 500 с чем-то, 550, по-моему, франков. И это так намного дешевле. Плюс еще, если покупаешь годовой сразу, то тебе 2 месяца как бы получается бесплатно. Вот, поэтому она воспользовалась случаем. Теперь спокойно целый год может ездить без проблем, не думая о том, что ей нужно там тратить на билет или еще что-то. Я уже, по-моему, говорила, что она на телефон себе откладывает. Либо вот летом купит, либо осенью, когда выйдет 18-й, она хочет 17-й купить, если цена, может, немножко упадет. Хочет взять 17-й Pro. Сколько мы ее уговаривали купить новый телефон. Она все не хотела, а сейчас вот надумала. Так, мне нужно этот фартук надеть. В прошлый раз я готовила и немножко заляпала свою майку белую. Не буду рисковать. Ксюша, а если кто-то на 6 будет учиться, сколько платят? Все равно. 5,5 до 6. 5,5 до 6 одна цена. Да. А 5,4 и вниз до куда? До пятерки? 5 и 5,4 это тоже одна? Допустим, если будет у тебя 5,3, 5,2, это такая же цена, как и 5,4? Не помню. Не помню, да? Наверное, мне кажется, от пятерки до 5,4 это одна цена, одна сумма. И 5,5 до шестерки это уже другая сумма. Не обязательно на 6, тогда не обязательно на шестерку учиться, да? Попросили, чтобы я спросила у вас. Как ты относишься сейчас, в данный момент, к тому, что ты раньше снимала видео, челленджи? Как ты относишься к своим каналам? Я имею в виду, тебе не хочется удалить видео, там, не знаю, закрыть канал? Ладно, не удалить, но просто видео закрыть. Нет? Тебе там не стыдно, ничего? А когда у тебя будут дети, ты от них будешь скрывать или ты им покажешь? Нет. Покажешь? Значит, тебе все равно. Да. Ты нормально к этому. А когда ты видео свои смотришь, как тебе? Ну, вообще, когда ты смотришь, какие у тебя чувства? Тебе смешно или тебе... Что за фигню я делала? Или тебе смешно? Да? За некоторые видео, да, наверное? Ну, вообще, тебе все равно. Ты не хочешь это все убирать. Окей. Ну, если бы они хотели, они бы уже давно сказали: мам, давай закроем видео и вообще... А в школе не было никогда там буллинга? Не смеялся никто? Я, наоборот, хотели, чтобы мы в Инстаграме отмечали. Ага. Ну да. Не, буллинга такого прям не было. Знали, конечно, одноклассники. Но вот прям, чтобы над ними издевались там или еще что-то, нет. Наоборот, хотели, чтобы они их... Нет, они тоже сами хотят быть популярными. Да, они наоборот тоже хотели бы стать популярными. Ну, бывает же такое, вот ты популярный и начинают там издеваться. Часто такое бывает. Когда они тоже хотят, но они не могут. И если они видят кого-то популярного, они начинают издеваться. Не было такого? Они, наверное, наоборот, гордились, что они с такими учатся. Да, но мне кажется, из Реал бы издевались. Потому что они тоже сами 100% хотят. Но из Реал никто почти не знал. А вот здесь, в младшей школе, знали же? Да. Ничего не говорили? Ага. Насчет Каролины и Макса вообще, по-моему, они ничего. Всем все равно. Наоборот, они даже рады, что они учатся с такими одноклассниками, которые популярные. Понимаете? Тоже эта роль играет на каком языке? Ведь они же не в Швейцарии популярные. Мне кажется, если бы они были в Швейцарии популярны, это уже другое. А так как они популярны в других странах, это другой язык. И русскоговорящие зрители у нас, подписчики, поэтому это совсем другое. А вот если бы они именно в Швейцарии были бы популярны, мне кажется, там уже немножко другое. Там уже зависть будет другая. А так нет, все нормально. Наоборот, мне кажется, они мотивируют других своих одноклассников, у которых тоже, по-моему, там каналы открывают. Мне кажется, они мотивируют их, как зубы чистят, например. У Ксюши, когда мы еще жили в старой квартире, у Ксюши был одноклассник, и он открыл себе YouTube-канал и снимал видео, как он чистит зубы, как правильно чистить зубы. Это вообще смешно. Вот, так что... Ну, я думаю, что Маргарита точно так же думает, что она, в принципе, она мне никогда не говорила, там, мама, удали, там, давай закроем. Им все равно, они как-то ровно к этому относятся, спокойно. Есть, ну, снимали и снимали. Есть такое прошлое. Поснимали и все. На память осталось. Это Каролина. Веселились по-детски, снимали челленджи по-детски. Сейчас они, конечно, такого снимать не будут. Нет, ничего не пришло. А так, именно в
таком возрасте, в котором они снимали, я думаю, это классно, прикольно. Я не знаю, Каролин. Написано, что сегодня. Наверное, завтра. Написано, что до 27-го. 23-27. Но сегодня 27-е. Че? Оставила мотик? Оставила мотик? А, сразу забрала, сразу посмотрели? Так быстро? Что плохое там? Все менять надо? Переднее колесо. Ты только заднее поменяла. Переднее тоже плохое? Стерлось уже. Кстати, спрашивали про колесо Маргариты, которое проткнулось, которое мы заклеили. Она уже его поменяла. Уже новое поставили. Она на нем, конечно же, не ездит. Сначала она ездила какое-то короткое время, и потом сразу поменяла. И сейчас вот нужно переднее колесо тоже менять, оказывается. Стерлось уже. Много? Конечно. А ты что думала? Это что тебе? Это же не игрушка. Это мотоцикл настоящий. Настоящий. Так, все. Я здесь капусточку загрузила, картошку. Теперь это пусть тушится. Бульончику надо побольше. Каролин, я сейчас сделаю рис, сварю и рыбку. Давайте. Нет, это недолго. Мы уже поели. Я забыла заснять даже, что я приготовила. В общем, вот такие вот овощи тушеные получились. С таким с бульончиком. Вот. Чуть-чуть осталось. А, ну еще Маргоша не поела. Приезд. Так, дети тоже рыбку поели. И рис еще немножко остался. Все. Утащила. Кого ты утащила? Дай сюда. Филиппочек разлегся тут. Вот он лежит тут. Бонька там. Боня, неси мячик. Где мячик? Так, давайте я поотвечаю на вопросы. Ой, солнышко, не надо мне, не свети мне солнышко в глаза. Тала нашла очень интересный вопрос, и на нем аж 30 лайков. И звучит он так. Можете немного рассказать про ваши семейные традиции либо правила? Давайте я вам расскажу, какие у нас есть традиции. Их, наверное, немного, но они есть. Ну вот, например, когда у кого-то день рождения, я обязательно пеку торт. Мы не покупаем, а именно делаю сама домашний тортик на вкус именинника. Какой торт выберет именинник, я пеку. Вот одна такая вот традиция. И также мы, когда несем торт имениннику, зажигаем обязательно свечи и поем «С днем рождения тебя» на 3, бывает на 4 языках. Поем на русском, поем на испанском, поем на немецком и поем на английском. И такая у нас традиция. Эта традиция пришла к нам от Лео. Его родственники, его родные так делают. Когда мы сюда переехали, и нас приглашали родственники Лео на день рождения, там, неважно, дети, взрослые, и всегда тоже поют с днем рождения на разных языках. Там на испанском, на немецком, на английском. И мы тоже стали так делать. Еще одна традиция, она у нас поменялась. Раньше мы дарили подарки на Рождество. Так как у Лео в семье так принято, они не на Новый год дарят, а на Рождество. Мы тоже так делали, но с этого года, получается, когда мы встречали 2026 год, я сказала Лео, что подарки мы дарили на Новый год. По моей традиции, 12 часов ночи, как только наступает Новый год, мы дарим друг другу подарки. Вот. Бонни, фу, иди сюда, ну-ка нельзя. На кого ты гавкаешь? Лео эта идея понравилась, и начиная с этого года, каждый год мы будем... Ну что это такое, Бонни? Хулиганка. Ты зверь, а не собака. Весь мяч. Мячик где? Где мячик? Вот, так удобно, смотрите, вот это я снимаю сейчас на маленькую камеру, так удобно, что я ее раз прикрепила на качелю, и все, на металл. И руки у меня свободные. Так, на чем я остановилась? Да, с этого года, с 2026-го, у меня тут пауки тут ползают, замечательно. 31 на 1 в 12 часов ночи, эта традиция была у меня, когда я была маленькая, нам всегда мама с бабушкой так вот дарили подарки. Мы шли на балкон смотреть салют, фейерверки, даже сами пускали салют. А в это время мама либо бабушка быстренько бежали и подарочки клали под елочку. Теперь вот такая вот традиция у нас. Подарки на Новый год в 12 часов ночи с 31 на 1. Какая у нас еще есть традиция такая?
Я не знаю, считается это за традицию или нет, но, в общем, мы решили, договорились, каждый месяц в день зарплаты будут закупаться продуктами для суши, и мы будем все вместе их готовить. Делать раз в месяц домашние суши. Такая традиция появилась. У нас традиция такая уже много лет. Кто нас смотрит тоже давно. Мы каждый год на каникулы уезжаем в Испанию. Конечно, хотелось бы, чтобы эта традиция немножко изменилась, чтобы мы тоже на каникулы уезжали, только в разные страны. Чтобы каждый год мы посещали какое-то новое место, новую страну. Это на будущее. Хотелось бы, чтобы была такая традиция. Вот, что еще? Я думаю, что это все, что я вспомнила. Больше я не помню. Может быть, что-то еще есть, но я что-то не могу припомнить. Что мы еще такого делаем? Напишите, какие у вас традиции. Мне было бы интересно почитать, какие традиции есть в других семьях. Напишите, я обязательно прочитаю. Давайте я буду, знаете как? Я буду вот так вот делать скрин, и потом я буду вставлять эти комментарии. Когда буду на них отвечать, я буду их вставлять в видео. Анна, вы заставляете своих детей учиться на отлично? Я не заставляю детей учиться на отлично, я прекрасно вижу, на что они способны. Ксюшу Маргариту я никогда не заставляла, чтобы они приносили только отличные оценки, только шестерки. Я видела, что они стараются, я видела, что они занимаются, они были очень самостоятельными, они были ответственными. Они до сих пор очень ответственно относятся к своей учебе, работе. Поэтому я их никогда не заставляла, чтобы они приходили только с хорошими оценками. И даже если у них были не очень оценки, не так часто были у них плохие оценки, но были там четверки, тройка там с чем-то могла быть. Я никогда за это не ругала. Единственное, что я делала, просила их посмотреть на свои ошибки. Посмотреть на ошибки, исправить для себя. Я просто им говорила, ничего, исправишь. Значит, в следующий раз напишешь лучше, чтобы закрыть эту плохую оценку. Все, ничего страшного, на этом мир не рухнул. Я, наверное, пойду сейчас на другую сторону. Вот так вот. Ой, меня током ударило. Меня током ударило. Что-то это наэлектризованное все. Макса с Каролиной тоже я не заставляю учиться на отлично. Я прекрасно вижу, что им дается легко, что им дается сложнее. И они учатся так, как они могут. Конечно, я их заставляю делать домашнее задание. За этим я слежу. Каролина стала сейчас более ответственная. Макс еще пока шалтай-болтай. Ему нужно напоминать, говорить, иначе он может забыть про уроки и не сделать. Или сделать их в самый, последний момент, когда он уже спать собирается. Я у него могу спросить: Макс, у тебя есть уроки? Ты уроки сделал? Он может сказать: нет, мне не задавали. А потом за 10 минут до того, как он ложится спать, он мне приносит и говорит: ой, нет, я забыл, мне нужны уроки. Вот бывает такое. За плохие оценки я их не наказываю, но, конечно, я их в чем-то ограничиваю. Ограничиваю во времени провождения, допустим, с телефоном, либо игры в PlayStation. Вот такое, да. Сейчас, по-моему, время такое, что мы не знаем, как детей выпнуть на улицу. Это раньше нас наказывали: все, гулять не пойдешь, там плохо учишься, за плохую оценку, за плохое поведение. Нас родители наказывали, не пускали на улицу. А сейчас время поменялось. Сейчас наоборот. Для них наказание – это идти на улицу. Когда я им говорю, что все, ты играть не будешь в планшет, либо в PlayStation, или телефон смотреть, я у тебя забираю, иди гуляй. Для них это наказание. Вот так вот меняется время. Интересно очень, конечно. Смотрите ли вы телефоны детей? Какая у них была бы реакция, если бы они увидели, что вы без ведома что-то делаете в их телефонах? Начнем с Макса. У него телефона нет. Он ему пока и не нужен, он и не просит. Если он хочет поиграть в приложение, он играет на планшете. У Каролины есть телефон, у нее проверяем. Да, вообще я пароли у детей от телефона не знаю. У Каролины периодически проверяем, она переписывается с одноклассниками в WhatsApp. Мы проверяем группы, потому что они там группы создают. Также она общается в Snapchat, тоже с подружками, тоже я проверяю список ее друзей. Я не смотрю конкретно, о чем она общается, но я смотрю, с кем она переписывается. Но вот так вот зайти к ним в телефон без их ведома, нет, я такое никогда не сделаю. Если мне нужно будет, я попрошу, они мне откроют, я посмотрю. У старших точно так же. Когда они были помладше, я проверяла. Сейчас я уже у них ничего не проверяю. И даже если бы я знала пароли, я бы не посмела открыть и посмотреть.
Не знаю, у меня рука не подымется это сделать. Я могу попросить, и они мне сами откроют и покажут. Но такие вещи делать самой без спроса я никогда не сделаю. Дует прохладный, ветер. А я сижу в майке. И уже вечер, и мне холодно. Пойдем, Буни, домой. Они сегодня поедут играть в теннис. В 8 часов только освободится корт. Не, ну я не могу, я балдею с этого кота. С его жизни, как он кайфует. Как он кайфует просто. Ой-ой-ой. В комментариях написали, как такого мужчину можно было перепутать с девочкой. Изначально он у нас был девочкой. Первый месяц, когда мы его забрали. Филька, ты как так лежишь? А? Ой, еще и потягушки. Ай-яй-яй. Еще и потягушечки у нас. Все. Ну вот так вот бывает. Перепутали не мы, перепутала хозяйка. Продала нам вместо девочки вот такого мальчика. Я карандаш нашла. Это твой? На. Завтра будешь искать. Не забудешь завтра? Пожалуйста, не забудь. Все. Только приехали с тенниса, уже поздно, надо спать ложиться, они еще это не спят. Вонючие носочки снимаем после тенниса, пожалуйста, и ложимся спать. Все. Спокойной ночи. Смотрите, где я буду сейчас монтировать влог. В машине. Мы приехали заряжаться. Чтобы Лео не было скучно, я с ним поехала. Сама буду сейчас монтировать влог. Вот, так что на этом моменте буду заканчивать. Всем пока. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге. Пока.